Хороший привет, дорогие мои зрители! Сегодня я хочу показать очень простой, но при этом удачный способ запекания курочки. У нас и уменьшится время запекания, и при этом куриная грудка будет сочной и очень вкусной. Берем курицу любого размера, у меня достаточно большая, 2 килограмма. Курицу переворачиваем и вырезаем ей хребет. Если бы мы ее запекали в вот таком вот большом виде, то есть в целом виде, то нам бы понадобилось где-то 1,5-2 часа. Если не получается кухонными ножницами, берем нож и просто прорезаем все косточки. Сейчас такие курицы, что видите, все у нас прекрасно вырезается. Хребет можно оставить, если вы любите косточки. Но здесь, в принципе, очень мало мяса. И лучше его использовать, конечно же, для какого-то бульона. И также делаем надрез здесь по центру, чтобы у нас вот так она распласталась, как бабочка. Вот, все. На 2 килограмма курицы я беру 2 чайные ложки соли. С расчета 1 чайная ложка на 1 килограмм мяса. Добавляю чайную ложку сушеного чесночка, чайную ложку укропа и молотый перец, где-то 1 чайную ложку. Или по вкусу. Перемешиваем специи. Вы можете добавить любые другие по вкусу. Беру чуть меньше половины специй и хорошо посыпаю на эту часть курицы. Ножки тоже смазываю. Переворачиваем. Вот так вот подрываем кожицу и аккуратно, чтобы кожицу не порвать, отделяем ее от мяса. Зачастую у нас специи могут сверху гореть, а если вы их будете выкладывать прямо на куриную грудку, на вот это мясо, то они и гореть не будут, и грудка будет более ароматной. Также залазим в ножки. Берем теперь специи и выкладываем на грудку и ножки. Так вот, массажируем. Не забывайте также посыпать специями крылышки. Вот посмотрите, что у нас получается внутри. Очень ароматно пахнут специи. Для дополнительной сочности и вкуса берем 50 граммов сливочного масла. Нарезаем вот такими кусочками и выкладываем их внутрь курицы, в ногу. Вот один у нас и сюда. Но самое главное, это, конечно же, выложить на грудку. Если мясо, не мясо, а масло мягкое, то оно очень хорошо вот так вот растягивается по мясу, распространяется. При этом оно нам придаст и вкус, и аромат. Это, как, знаете, котлета по-киевски, но только с целой курицей. И на грудку. Перекладываю курицу на противень, выстеленный пергаментом, и теперь будем запекать при температуре 200 градусов 40-45 минут, потому что у меня курица достаточно большая. Если у вас поменьше, то запекайте 35-40 минут. Смотрите, прошло 45 минут, у нас уже появилась такая хрустящая румяная корочка. На этом этапе вы можете взять и смазать курочку кетчупом и поставить запекаться еще на 15-20 минут. Я не буду смазывать кетчупом, а смажу этим замечательным соком со сливочным маслом, который у нас выделился при запекании курочки. Ставим еще на 12-15 минут. Если хотите, на последние 5 минут можно включить верхний гриль и конвекцию, если вам нужно хорошенько ее подзолотить. Посмотрите, какая красота, ну прямо как курочка-гриль. Корочка просто хрустящая, такая вот тончайшая. Так и хочется уже это все скушать побыстрее.
Посмотрите, какая хрустящая корочка здесь везде. Она здесь даже надломилась, потому что настолько тончайшая и хрустящая. Я с вами вот хочу вам показать, но уже посмотрите, сколько сока, он просто выливается. Это невозможное что-то. Какая красота. Так, ножка у нас вся запеченная, румяная, как будто мы отдельно запекали ножки. Вот такую большую курицу я запекала 1 час. Если бы я запекала ее не в виде бабочки, а целую, то это у меня бы заняло, но я думаю, где-то часа 2. И теперь самое главное. Ой, Господи. Посмотрите, какая она нежнейшая. Посмотрите, какая она с этой стороны прям видно. Сколько сока. Это просто... Поменяли ракурс, чтобы было видно сочность. Посмотрите, разве это возможно, если ее запекать 2 часа? А так у нас нежнейшее мясо даже здесь. Так, я отрезаю кусочек себе маленький. Посмотрите, прям сколько сока, прям течет. Это что-то... Сейчас вам на этом кусочке еще покажу. Посмотрите. Это красота какая. Что ж, пробуем. Аромат. Она такая сочная, нежная, мягкая, просто тающая во рту. Обязательно приготовьте, я уверена, что вы будете в таком же восторге. Я же с вами прощаюсь, потому что надо побыстрее наслаждаться. Сейчас мы с оператором покушаем, потому что сил уже нет терпеть. Я с вами прощаюсь, всем пока, до новых вкусных рецептов.